Здравствуйте, мои дорогие зрители, подписчики и гости канала. В этом видео мы с вами сделаем необыкновенно красивую, необычную, нарядную брошь «Лебедь». Работа объемная, но не могу сказать, что очень сложная. Даже если у вас нет опыта в рукоделии и вышивке, можете смело начинать, а я вам в этом обязательно помогу. В инфобоксе внизу под видео вы найдете полный перечень материалов, которые я буду использовать в этой работе. Работа предстоит большая, интересная, поэтому сразу же приступим. В качестве основы нам понадобится фетр размером 9 на 9 см. Шаблон лебедя я рисовала сама. Он у меня размером 7,5 на 7,5 см. Можете сделать скриншот экрана или же скачать шаблон по ссылке внизу под видео. Затем смасштабировать до нужного размера и перенести на бумагу прямо с экрана. Переношу шаблон на фетр. Лебедя можно повернуть в любую сторону, он у меня смотрит влево. И сразу же приступаем к вышивке. Мне понадобятся пайетки размером 6, 5 и 4 мм. Еще у меня есть вот такие голографические пайетки. Их я также буду использовать, предварительно сняв с нитки. Нарисую крылышко. Вот это пространство мы будем заполнять пайетками. Крылышко оставим. В данной работе я буду использовать вышивку чешуей и крепление пайеток с помощью бисера. Чтобы вышивка была объемнее, буду использовать пайетки двух размеров. Нанизываем пайетки и делаем прокол ниже на ширину половины пайетки. Следующий прокол делаю ниже, рядом с предыдущей пайеткой. Затем ниже на ширину половины пайетки. Двигаемся вверх. Следующий ряд пайеток двигаемся вниз, делаем прокол между двумя верхними пайетками. Далее ниже на ширину половины пайетки. Прокол между верхними пайетками. И ниже на ширину половины пайетки. У края не нужно соблюдать очередность, здесь нам просто необходимо выложить пайетки ровно по нарисованному контуру. Можете использовать любые пайетки, также добавлять фигурные. Продолжаем вышивку, двигаемся вверх-вниз или же, если развернуть шаблон, влево-вправо.
Я дошла до грудки и теперь к вышивке добавлю немного бисера. С помощью него буду крепить пайетки. Очередно стараемся соблюдать такую же, выкладывать пайетки чешуей, но крепить их будем с помощью бисера. Делаем прокол. Укладываем пайетку так, как нам нужно, и закрепляем. На закруглениях и мелких участках использую маленькие пайетки. Перейдя на шею, продолжаю вышивать так же, как и раньше. Приближаясь к голове, снова добавляю бисер. И использовать здесь я буду только маленькие пайетки размером 4 мм. Нарисуем глаз. Оставляем немного пространства возле глаза и переходим на спинку. Здесь все очень просто, вышиваем пайетки в один ряд по одной пайетке. Делаем прокол рядом с пайеткой, затем ниже на ширину половины пайетки. Каждая пайетка закрывает предыдущую ровно наполовину.
Вышивка пайетками закончена, приступаем к клюву. Я покажу способ, которым я делаю клювики. Если вы придумаете что-то другое или используете другие варианты, делитесь ими в комментариях. Прокрасить клюв можно и с обратной стороны. Итак, для работы я буду использовать самозатвердевающую полимерную глину. Так как клювики маленькие, сохнут они очень быстро. Мне понадобится лампа и гель-лаки, черный и красно-оранжевый. Также буду использовать два покрытия, базу и топ. Еще раз повторюсь, что все ссылочки на материалы есть в инфобоксе. Вот и все, клювик готов. Для глянцевого блеска покрою его топом. Перед тем, как приклеить клюв, вырежу лебедя по контуру. Не обрезайте фетр слишком сильно, ориентируйтесь по пайеткам.
Еще подрезаю фетр, так как изнанка будет дополнительно закрываться кожзамом. Остается вышить глазик и заполнить бисером оставшееся пространство. Приступаем к оформлению крыла и хвостика. Для этого я буду использовать перья фазана. Ссылку на них вы найдете в инфобоксе. Для одного лебедя нам понадобится примерно 15-20 перышек. Также можно использовать перья страуса. Мне понадобится немного кружева в форме капельки. А также пришивные стразы и бусины. Собираем перья, аккуратно их укладываем. Прижимаем кружевом. И закрепляем несколькими стежками.
Далее расшиваем стразами и бусинами. Добавлю еще несколько перышек. И закончу вышивку. Вот такая красота у нас получилась. И теперь выходим на финишную прямую, начинаем оформлять изнанку. В качестве основы я буду использовать пластик. Можно использовать картон, так как в любом случае основу мы будем проклеивать с обеих сторон. Переношу шаблон на пластик с помощью перманентного маркера. И вырезаю примерно на 3 мм меньше контура. Если есть необходимость, еще подрезаем шаблон. Мне понадобится большая застежка для броши. Дополнительно в области головы можно использовать еще одну застежку гвоздик, но и такой большой застежки вполне достаточно. Приклеиваю основу. Далее все тот же шаблон переносим на кожзам. Следите за тем, чтобы шаблон лежал в нужную сторону. Отмечаем застежку. Не делайте дырочки слишком большими, их всегда можно подрезать. Очень удобно использовать лезвие.
Клей наносим только на пластиковую или картонную основу, не заходя при этом на края. Остается обшить пайетками край броши. Перед тем, как обрабатывать край, проверьте и подровняйте края фетра и кожзама. Я буду использовать маленькие пайетки размером 3 мм. Обработку края рассмотрим на примере более контрастных материалов. Вводим иглу между двумя основами на лицевую сторону. Нанизываем пайетку. Делаем прокол сзади и выводим иглу в том же месте. Нанизываем пайетку. Далее повторяем одно и то же действие. Нанизываем пайетку, делаем прокол сзади, пропускаем иглу через пайетку. Каждая пайетка немного прикрывает предыдущую. Повторяем то же самое. Проблема бывает в том, что пайетки могут перекручиваться. Чтобы этого не было, следите за тем, чтобы все швы были по правую сторону. Не торопитесь, укладывайте пайетки ровно. Край броши обрабатываю с помощью мононити. Двигаюсь от хвостика к клюву. Дойдя до клюва, вывожу нить на другую сторону. И продолжаю обшивать край.
Если у вас заканчивается нить, фиксируем ее внутри. Следующую выводим в центре крайней пайетки. Пришиваю крайнюю пайетку и закрепляю нить. Наша волшебная брошь готова. Я надеюсь, эта работа вам понравилась. Оставляйте внизу свои комментарии. Спасибо, что были со мной. Скоро увидимся. Пока!